Всем привет! С вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видео расскажу о том, как создать мультфильм в программе Cinema 4D и почему я выбрал все-таки Cinema, а не Blender. Какие этапы стоит пройти, чтобы реализовать проект. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Перед тем, как я начал создавать мультфильм, много думал о сценарии, читал различные книги. В итоге мне это не особо помогло. В основном для сценария мне хорошо помогло это просмотр интересных мультфильмов. В основном смотрел те мультфильмы, которые близки по жанру моему. Это был Мегамозг, Суперсемейки и Осадки в виде фрикаделек. С этих мультфильмов я брал вдохновение и писал собственный сценарий. Перейдем сразу к программам. Для мультфильма выбирал Blender или Cinema. Blender особо нормально не знаю, нужно время, чтобы привыкнуть к данной программе, набить руку. В ней очень много интересных плагинов, которых мне не хватает в Cinema. Но в Cinema я работаю около 10 лет. Мне нужна была скорость, чтобы быстрее закончить данный проект. И очевидно выбор пал на Cinema 4D. Но и то, кроме Cinema, использую другие сторонние программы. Мне не очень нравится Cinema Rig, и там неудобно работать с персонажной анимацией. Нужно для него очень много всего настраивать. И на это уходит много времени. Для быстрой анимации решил воспользоваться каскадером. Спасибо разработчикам за каскадер. Программа очень классная. Главное, чтобы разработчики не продали свою компанию. Как это сделали Substance и другие. Каскадер уже готовая физика. Контроллеры, остается только сделать правильный риг. И здесь вступает бесплатная программа Accu Rig. Программа более точно создает риг, чем Mixamo. Используя Accu Rig и каскадер, можно создать хорошую бюджетную анимацию. Вы спросите меня, как насчет лицевой анимации? Лицевую анимацию уже создаю в Cinema 4D с помощью макапа. Это Movies by Maxon. Чтобы создать, нужен iPhone 10 или выше. У меня только Android. Я просто воспользовался телефоном жены. Чтобы сделать лицевую анимацию для модели, нужно создать подходящие блендшейпы. Для того, чтобы их создать, уйдет много времени. И этого около плюс-минус 50 блендшейпов. Здесь на помощь мне пришла бесплатная программа от NVIDIA Audio to Face. Она берет модель и создает для нее различные эмоции. Остается просто отредактировать данные эмоции в Cinema и добавить немного новых. Для красоты анимации хотелось бы добавить симуляцию тканей. И, наверное, сразу поняли, какая программа делает симуляцию. Да, правильно, это Marvelous Designer. Сколько делал симуляцию в Cinema, ничего хорошего к этому не привело. Да и в Blender тоже ничего хорошего. Самое топовое для симуляции ткани это все-таки Marvelous Designer. Здесь главное все настроить. Создать одежду, подготовить персонажа, сначала идет T-поза, а потом переходит плавно к своей анимации. Ткань тоже надо правильно настроить, добавить к нему свойства, увеличить меш и расставить слои, если на персонаже много вещей. И не забыть само качество симуляции поставить повыше, обычно ставлю 10. Самих персонажей создавал с помощью DAZ. Брал оттуда болванки, чтобы меньше работы с топологией, и уже редактировал их в Cinema. Текстуру создавал Substance Painter. Вы можете посмотреть 3 урока по данной теме, это быстрое создание персонажа, ссылка в описании или по подсказке. Теперь у нас практически готовый персонаж с анимацией и симуляцией. Но если вдруг у него есть волосы, как же их анимировать, спросите вы. Данную анимацию делаю уже в Cinema. Для этого использую деформеры и с помощью рисования по весу определяю, в каком месте будет динамика. По персонажу вроде все. Если нужно каждый пункт разобрать по отдельности, напишите это в комментариях. И для каждого пункта сделаю отдельное подробное видео. Для окружения все просто, использую Cinema. Для текстуры и материал использую Quixel Bridge и Substance Painter. Перед созданием окружения сначала создаю блоки, обычно через кубы. Примерно ориентирую, что и где будет находиться. После уже кубы заменяем на модели. Здесь много времени затянется, чтобы все это подробно рассказать. Напишите, нужен ли такой урок или нет. Пока на этом все. Не забывайте подписаться на канал и пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр и пока.